Вітаю усіх на своем канале. По возвращению в Калифорнию после наших каникул мы решили провести время перед отъездом в Северную Каролину с нашими друзьями. Нашим излюбленным местом времяпрепровождения является винодельня Уилсон Крик. На территории можно прогуляться по винограднику или спуститься на экскурсию в винный погреб. А во внутреннем дворике стоят беседки со столиками и удобными диванчиками, где можно наслаждаться вином и слушать живую музыку. Вообще винодельня – это популярное место отдыха американцев, где они проводят выходные, ивенты, семейные праздники, дни рождения и даже свадьбы. Потому что на территории имеется огромный шикарный ресторан, и сама винодельня за выходные может вмещать около 1500 человек. Как правило, постоянные посетители таких виноделин приобретают membership, по-нашему это членский билет. Приобретая его, ты можешь приезжать практически каждые выходные на бесплатную дегустацию лучших вин винодельни. Буквально в нескольких минутах езды от нашей винодельни находится маленький городочек под названием Темекула. Вообще район Темекулы считается нашей местной винодельческой долиной. В этой местности в округе находится около 40 виноделин. Местные американцы очень любят проводить здесь уикенды, поэтому здесь все заточено для развлечения и привлечения еще большего количества туристов. Олд Таун Темекулы очень симпатичный. Здесь все постройки стилизованы под здания 19 века. Есть, конечно, и очень хорошо отреставрированные здания, но есть и новоделы. А также здесь запустили симпатичные прогулочные трамвайчики по улицам старого города. И шопоголикам есть где разгуляться. Здесь очень много прикольных китчевых магазинчиков и антикварных лавочек. Конечно же, и в округе, и в самой Темекуле располагается очень много отелей, поэтому вечером бурная жизнь только начинается. Центральные улицы становятся пешеходными, многие туристы вываливают на улицу и гуляют до утра, кругом живая музыка и танцы. Признаюсь честно, что проживая несколько лет в Сан-Диего, я впервые выбралась на рыбный рынок. И то только потому, что только на рыбном рынке можно купить живых морских ежей. В магазинах они практически не продаются. Впервые я попробовала икру морского ежа в гостях и стала его большой поклонницей. Прям скажем, деликатес на любителя, но я его обожаю. Предпочитаю в сыром виде с капелькой лимона и пюре из цветной капусты. Кроме того, я узнала, что японцы считают его эликсиром молодости из-за высоких репродуктивных свойств морских ежей. Кроме всего прочего, это еще целая кладовая жирных кислот, аминокислот, микро- и макроэлементов. Перед возвращением Алексея в Санта-Барбару на учебу в университет мы решили напоследок прошвырнуться по набережной Ла-Хоя. Сан-Диего – это курортный город, и самый фешенебельный район, естественно, находится на прибрежной части. Он называется Ла-Хоя. Здесь находится самое большое количество отелей. Мы немножечко здесь на задворках гуляем, на второй или третьей линии. Здесь в основном идут различные туристические магазины, сувенирные лавки и множество разных ресторанчиков и баров. И гуляя здесь по улочкам, наслаждаясь закатом, мы набрели на ирландский паб, где решили отведать гиннес местного разлива. Нам понравилось, остались довольны. В этот визит в Санта-Барбару мы решили посетить пару мест, которые очень хотели долгое время посетить, но нам постоянно что-то мешало. И сначала мы заскочили в местный морской музейчик. В нем находится огромное количество интересных и прикольных экспонатов, которые дают очень много информации, как последние 13 тысяч лет человек взаимодействовал с морем. А также рассказывают о заселении людьми побережья Санта-Барбары. В музее большое количество экспозиций посвящены и современным морским темам, например, серфингу, яхтингу, изучению подводного мира. Там много прикольных интерактивных экспонатов, к примеру, гидравлические костюмы
всех эпох, которые можно даже потрогать. Располагается музей в красивой гавани Санта-Барбары, рядом с причалом, где стоит множество яхт и лодок. Здесь находится очень красивый пирс, а буквально вот здесь вот за углом шикарный пляж с золотым песочком. Ну а напоследок мы решили заехать в самую известную достопримечательность Санта-Барбары, визитную карточку этого города Old Mission Санта-Барбара. Основана она была монахами-францисканцами, которые прибыли сюда в 1786 году. Постепенно вокруг миссии стал формироваться город, который получил название Санта-Барбара. Мы прошлись по внутреннему дворику и зашли и прогулялись внутри. Там много экспонатов времен XVIII века, а также зашли в действующую часовенку. Миссия включает в себя небольшой музейчик, сувенирный магазин, кладбище и мавзолей. Напротив миссии небольшой парк и маленький садик с кустами роз и скамеечками. По сей день миссия является домом общины францисканцев. Недалеко от отеля мы нашли классный гастробар, где разливали вкуснейший гиннес. В тот день выдался прекрасный вечер, и мы с удовольствием после сытного ужина прогулялись по вечернему городу. Прекрасное завершение интересного и насыщенного дня. Иду я снимать напоследок наши апартаменты. К сожалению, я не сняла, когда она была обставлена. Но вот мы уже уезжаем. Да. Здесь мы прожили 2,5 года именно в этих апартаментах. Это была Лёшкина комната, сейчас наша. Мы любовались тут на горы. Вот такой у нас был вид с балкона. Сейчас мы уже, можно сказать так, вот на низком старте, снимаю последние минутки нашего пробывания в Сан-Диего. Планировали уехать вчера, но вчера так забегались, что так устали, не было возможности сесть за руль до Феникса доехать, поэтому перенесли все на сегодня. Так что вот, пока прощай, Сан-Диего, ну не прощай, говорим до свидания. У нас здесь остается много друзей, будем приезжать обязательно в гости, навещать. Ну и вот так вот все. Пока-пока.